Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это ультра-сверхновый выпуск шоу «Картридж на прокачку», в котором я реставрирую пиратские и просто потрепанные жизнью картриджи. В этом выпуске мы будем превращать вот такой американский картридж с игрой Turtles in Time в полноценную японскую коробку с мануалом. И все это на русском языке. Так что усаживайтесь поудобнее и погнали! Когда я купил себе Super Famicom, одна из первых игр, которые я захотел себе приобрести на картридже, стала TMNT 4 Turtles in Time. За лицензией я охотиться не стал, так как она была очень дорогая на eBay, и поэтому просто заказал американский картридж на AliExpress. К тому же мне было очень интересно посмотреть, что за картриджи там продают. Как-никак пиратку для Dendy и Mega Drive я уже видел 100 раз, а вот пиратка для Super Nintendo — это уже, согласитесь, что-то новенькое. Но когда картридж оказался у меня в руках, я быстро понял, что его корпус физически не подходит для моей Super Famicom. А значит, корпус этот мы будем менять. Но прежде всего я решил определиться с коробкой и мануалом. Конечно, проще всего для меня было бы сделать европейскую версию. Но со времен прокачки Аладдина для Super Nintendo я понял, что у японцев мануалы, да и коробки тоже, в разы круче оформлены. Поэтому я отправился на eBay, чтобы полюбопытствовать, как выглядит полноценный мануал и коробка для игры Turtles in Time. Turtles in Time. Давайте вместе. Turtles in Time. Идеальный американский акцент. Не нужно забывать об этом. Вы не поверите, но японский мануал оказался в разы круче. Он краше, в нем гораздо больше иллюстраций и более детальное описание. Но сколько бы я ни ковырял в Google, никаких сканов или фотографий этой вожделенной японской книжечки я так и не нашел. Ну и помучившись какое-то время, я решил вернуться к европейскому мануалу и коробке, сканы которых я легко скачал на сайте nintendobox.net. Моя мечта столкнулась с суровой реальностью. Вообще, создание мануала — это главное в данной реставрации, потому что вся графика из мануала будет использоваться при создании коробки и стикера. Можно сказать, сделал мануал, сделал практически всю прокачку. Поэтому первым делом я приступил к распознаванию и переводу текста английской инструкции. И даже начал собирать макет для печати, однако мысль о японском мануале меня все равно не отпускала. Поэтому периодически я заглядывал в поисковик в надежде найти хоть какие-то изображения всех страниц. И чудо все-таки произошло! На каком-то японском сайте, как я понимаю, счастливый японский коллекционер написал статью про свежекупленную игру TMNT 4 Turtles in Time для своей Super Famicom. И, дабы похвастаться, прикрепил фотографии всех страничек мануала. Единственное, что фотографии были в низком разрешении, а все страницы в полусогнутом состоянии. И все же у меня появился доступ к полному японскому мануалу, и я вновь загорелся идеей его перевести. Для начала я решил попробовать выпрямить страницы в фотошопе и перевести их в Google переводчике. В итоге худо-бедно текст удалось распознать и привести к более-менее адекватному переводу на русский. Процесс пошел, но где-то на середине я уже задолбался. Потому что переводить японский текст, имея вот такие кривые фотографии, это просто убийство на месте. Тогда я взял перерыв от перевода и решил заняться макетом для печати. Естественно, я упростил яркокрасочный дизайн, чтобы краска в моем принтере просто не закончилась на печати третьей страницы. Картинок было очень много, и каждую из них приходилось искать отдельно. Если бы у меня были сканы мануала, то я бы мог брать картинки с них, но, увы. В результате такой кропотливой работы желание делать японский мануал начало постепенно пропадать. Застопорился я на вот этих иллюстрациях второстепенным персонажам. Как видите, они пиксельные, но в игре таких картинок я не нашел. Я попиксельно перерисовал Эйприл, и дальше у меня просто опустились руки. Работа встала. Я в очередной раз убедился, что с японскими мануалами лучше не связываться. Но блин, посмотрите, они так круто оформлены. Спустя какое-то время мне ВКонтакте написал один из зрителей канала, Виталий Орлов. Он предложил помочь с каким-нибудь пиксель-артом. И тогда я решил отдать ему на перерисовку картинки со шреддером, сплинтером и крэнгом. Подумал, если у него получится, то я продолжу работу над этим злосчастным японским мануалом. И у него получилось, за что ему огромное спасибо. Картинки я немного отредактировал и вставил в макет мануала. Это подстегнуло меня перевести до конца японский текст и закончить дизайн всех страниц. Но у меня еще оставалась сложная титульная картинка.
4 черепахи на фоне доисторических гор пополам с Нью-Йорком. Для полноценной реставрации мне нужно было полностью очистить это изображение от надписей. Благо, сканы передней части коробки я нашел, добавил к ним боковые части, взятые с фотографий на eBay. И дальше мне на помощь пришла новая фишка Photoshop – генеративная заливка. Конечно, не обошлось без ручной дорисовки, но в итоге я получил заветную картинку в полностью очищенном от текста виде. Затем я собрал обложку, и все, заветный макет японского мануала был полностью готов. Замечу, что иллюстрации я старался подбирать именно те, что использовались в мануале, и почти все картинки мне удалось найти, ну или перерисовать. Но единственной загадкой для меня остались вот эти изображения 4 черепах, которые также встречаются в японском мануале TMNT Hyperstone Hist. По ним видно, что они нарисованы в пиксель-арте, но ни в одной из игр я их так и не нашел. Пришлось заменить их похожими изображениями из заставки игры. Далее мне осталось распечатать мой свежесобранный русско-японский мануал, соединить страницы скрепками и обрезать ножом лишнюю бумагу. Более подробно о том, как печатать мануал в домашних условиях, я уже рассказывал в своем видеоуроке «Как печатать мануал». Ссылка в описании. И вот в руках у меня уже готовая книжка. Давайте сейчас ее быстренько полистаем и посмотрим, что же у нас получилось. Так, ну вот она, та самая титульная картинка, с которой я долго мучился. Обожаю дизайн черепашек из мультсериала 80-х. Содержание, история появления черепах и история завязки игры. Просто посмотрите, сколько здесь картинок. И вот эти всякие таблички, множество разных цветов. Конечно, все это сделано более упрощенно, чем в самом японском мануале, но тем не менее я постарался сохранить максимум вот этой вот цветастости, при этом, чтобы принтер не опух от печати. Все проиллюстрировано, каждый удар. Вот здесь очень подробная таблица, в какой момент в прыжке нужно кнопку удара нажимать, чтобы разные приемы черепаха выполнял. В общем, все очень наглядно. Но посмотрите, ну это же великолепно. Вот эти картинки злосчастные, которые меня просто струбили. Враги, все проиллюстрировано максимально хорошо и красочно. Вот эти мне и нравятся, эти всякие японские мануалы. Вот просто великолепно смотрятся. Меры предосторожности почитайте, чтобы не сломать свою приставку или картридж. Но вот такая красота получилась. Черепашки, вперед! Теперь поговорим непосредственно о картридже. Я заказал его на AliExpress, и по его качеству у меня никаких нареканий нет. Пластик очень хороший, никакого люфта или скрипа не наблюдается. Конечно, это пиратская копия, но она в разы лучше того, что продают у нас для Dendy и Mega Drive. Плата с игрой хорошо работает, каких-то зависаний я не заметил. Единственная, конечно, проблема в том, что этот корпус несовместим с моей Super Famicom. После того, как я протестировал плату на моей японской консоли и понял, что она без проблем работает, у меня появилась мысль заменить корпус картриджа, чтобы не разбирать его при каждом запуске игры. Долго рыская по AliExpress, я нашел несколько видов недорогих корпусов, обычного серого цвета и несколько разноцветных. Внимание мое привлек вот этот зеленый корпус, потому что мне сразу же вспомнился картридж Doom, который имеет характерный красный окрас. Я подумал, а почему бы мне не сделать мой картридж Turtles in Time в корпусе зеленого цвета? Это бы подчеркнуло его черепашью натуру. Ну и, собственно, вот этот прозрачный зеленый корпус с уже вставленной и протестированной в него платой. Осталось сделать для него наклейки. Для лицевой стороны я приготовил стикер, взятый с японского картриджа. А вот задний стикер с мерами предосторожности я решил полностью перевести на русский, потому что там были одни иероглифы. По идее, третьего мелкого стикера вот здесь быть не должно. Там в оригинале просто гравировка с логотипом Nintendo, а у меня здесь просто такая гладкая выемка. Поэтому я решил разместить здесь мелкий стикер с логотипом игры. В итоге получился вот такой крутейший брендированный под черепашек картридж. Можно сказать, что это ограниченная серия. Ну и напоследок у нас остались коробка и держак для картриджа. Пересобирать дизайн коробки было относительно легко, благо там было очень мало японского текста, а после создания мануала у меня были практически все иллюстрации, ну за исключением вот этих вот скриншотов. Внутреннюю коробку я взял из моего комплекта для игры Aladdin. Немного расширил ее дизайн, добавив крышки сверху и снизу. Далее распечатал все это в типографии и вырезал канцелярским ножом. Затем все это дело склеил, и получилась вот такая вот красота. Яркая и сочная японская коробка с полностью русским текстом. Ну просто белиссимо!
Ну что ж, теперь давайте по нашей старой доброй традиции соберем полный комплект игры «Черепашки во времени». Вот у меня коробка, внутренняя коробка, картридж с наклейками и мануал. Все странички на месте. Так, сначала закроем коробочку снизу, чтобы у нас ничего не вывалилось. Теперь берем внутреннюю коробку и немножко вставляем ее во внешнюю. Кладем картридж на его законное место. Он, кстати, очень плотно сидит и даже не болтается. Так, теперь перевернем коробочку и вставим вот сюда вот мануальчик. Он здесь будет в полной безопасности и не помнется. Опускаем, закрываем. Все, закрыли. Опа, ребятки, вот он, полный комплект игры «Черепашки во времени». Полностью на русском языке. Ха-ха. Я шел к этому, года 2 я к этому шел. О, это было реально непросто. Титаническая работа, но вот она закончена. О, наконец-то. Особое зеленое черепашье издание. О, ну, можно поставить теперь его в наш музей картриджа на прокачку. Так, ну и я отошел немножко от этого шока с окончанием такой титанической работы. И скажу, что европейский мануал я тоже сделал полностью. Его перевел и приготовил для печати. Но об этом я уже расскажу в следующем DLC ролике, который выйдет немного попозже, потому что я просто не успеваю сейчас все смонтировать. Ну а на этом пока что все. Напомню, что весь комплект для печати вот такой же крутейшей коробки, мануал, внутренней коробки и стикеров вы найдете у меня на страничке Boosty. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Также мой мануал версии для чтения можно будет посмотреть на сайте emuland.net и библиотеке моей группы ВКонтакте. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал на YouTube и, конечно же, буду благодарен за донат. Ну, а пока что мне надо немножко передохнуть. Еще увидимся. Ой.